Всем привет, дорогие друзья! Как оказалось, у меня на канале нет вот таких замечательных дрожжевых пирожков с капустой. Хотя мы их очень любим. Я была уверена, что уже их готовила. И сегодня я срочно исправляю ситуацию и готовлю вот такие замечательные, очень красивые, вкусные пирожки. Пирожки, на мой взгляд, получились просто идеальные. Они такие блестящие, хорошо подрумянились и сверху, и снизу. И посмотрите, какое здесь пышное тесто. Нажимаешь, и оно само возвращается назад. Я уверена, такие пирожки никого не оставят равнодушными. Они вкусные. И в первый день, когда вы их приготовили, с пылу с жару. И на второй день также они остаются очень мягкими и вот такими красивыми. Я уверена, будете их готовить часто по просьбе ваших родных. Для приготовления теста мне понадобится в теплом молоке разведу дрожжи. Сначала всыпаю сахар и всыпаю дрожжи. Перемешиваю. Оставлю постоять минут 5-7. В миску просеиваю муку. Добавляю соль. Перемешиваю. Дрожжи замечательно подошли. И только теперь можно продолжать делать тесто дальше. Вливаю дрожжи в муку. Добавляю яйцо. Яйцо должно быть комнатной температуры. Вообще все ингредиенты должны быть теплые. Замешиваю тесто. Добавляю растопленное сливочное масло. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Мука везде разная. Поэтому смотрите по консистенции теста. У меня сейчас тесто получилось немного липковатым. Я добавлю сюда буквально граммов 20 муки. И перейду к замешиванию на столе. Буду вымешивать его примерно 7-8 минут, пока тесто не перестанет прилипать к столу и к рукам. Муку сюда я больше добавлять не буду. Хочу, чтобы тесто получилось очень нежным и воздушным. Посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. Оно абсолютно отстает от стола и отстает от рук. Руки слегка смазываю растительным маслом. Беру чистую миску, также смазываю растительным маслом, подбираю тесто, подкатываю его в шар, перекладываю в миску, закрываю его пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Не надо, чтобы тесто увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Обычно я ставлю миску в микроволновку, рядом ставлю стакан с горячей водой, закрываю дверцу микроволновки, и у меня получается такой теплый шкафчик. При этом, конечно, микроволновку я не включаю. Приготовлю капустную начинку. И для этого мне понадобится средними кубиками порежу репчатый лук. В крупной терке натру морковь. И также средними кусочками режу капусту. Я поставила разогреваться сковородку, наливаю растительное масло. В первую очередь отправляю обжариваться лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Добавляю в сковородку морковь. Также слегка обжариваю, чтобы она стала мягче. И чтобы морковь проявила весь свой красивый цвет, добавляю немного сливочного масла. И капуста также получится более ароматная, со сливочным вкусом. Добавляю немного соли, черного перца и чайную ложку сушеного чеснока. Все специи, соль и перец добавляйте по своему вкусу. Морковь с луком обжарились, и теперь добавляю капусту. Сделаю огонь немного тише. Капусту я не хочу обжаривать, а просто слегка притушить. Закрою крышкой
и дам протушиться минут 10, чтобы капуста стала мягче. Периодически буду ее перемешивать. Сильно капусту я не перетушиваю. Я хочу, чтобы она оставалась такая достаточно еще хрустящая. Если вы любите, чтобы капуста прям так расползалась, можете потушить ее чуть дольше. Всего капусту я тушу примерно минут 12-15. Добавлю еще немного соли. Обязательно все пробуйте на вкус, чтобы начинка была вкусной. При желании в начинку можно добавить зелень, можно добавить отварные яйца. Готовят по-разному. Мне нравится просто морковь, лук и капуста. Моя начинка готова, снимаю ее с плиты. Перекладываю в миску, чтобы быстрее остывала. Я лично люблю такую тушеную капусту даже просто так. Она такая вкусная. Тесто получилось замечательное. Великолепно подошло. Достаю его из миски. Слегка обминаю. И в зависимости от того, какого размера вы хотите сделать пирожки, делите его на столько частей. Я буду делить тесто на 18 частей, примерно по 50 граммов. Каждый кусочек подкатываю в шар. Закрываю тесто пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Формируем пирожки. Рабочую поверхность слегка подпыляю мукой. Кусочек теста переворачиваю нижней стороной вверх. Слегка подпыляю мукой и раскатываю в круглую лепешку. Слишком тонко тесто раскатывать не надо. В середину выкладываю начинку. Я люблю, когда начинки много. И хорошо скрепляю пирожок. Сначала в середине и иду к краям. Обязательно надо хорошо скрепить шов. Теперь его подгибаю. Вот таким образом. Носики у пирожка я не подгибаю, оставляю их острыми. Мне так нравится. И переворачиваю пирожок швом вниз. Сформированные пирожки перекладываю на противень. Я его выстелила силиконовым ковриком. Можно использовать и пергаментную бумагу. Обязательно выкладываем на расстоянии друг от друга, так как тесто увеличивается в объеме. Но, конечно, если вы любите, чтобы пирожки соединились, можно их выложить и поближе. Я сформировала первый противень пирожков. У меня здесь помещается 9 штук. Накрываю их сверху пленкой и оставлю на расстойке примерно минут на 20. Пока буду формировать следующую партию пирожков. Чтобы ускорить процесс, можно сразу раскатать все лепешки, затем выкладывать начинку и быстренько лепить пирожки. Первая партия пирожков подошла. И сейчас я их смажу желтком и молоком, чтобы они в духовке хорошо подрумянились. Смазываю очень аккуратно, чтобы не осадить тесто. После того, как я смазала пирожки желтком и молоком, оставлю их подсыхать на столе минут на 5. А затем отправляю в хорошо разогретую до 190 градусов духовку примерно на 18-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Пирожки должны красиво подрумяниться сверху. Посмотрите, какие красавцы получились. Чтобы они были блестящими, сверху я их смажу растопленным сливочным маслом. И тогда они будут еще вкуснее. Смазываю прямо горячие пирожки. И я сейчас буду пробовать. Здесь тесто просто как пух. Я лично просто обожаю эти пирожки. Они такие вкусные, начинки много. Теста не так много, но оно вместе с тем такое пышное, классное. Вообще у меня вся семья просто обожает эти пирожки. Обязательно их приготовьте и попробуйте. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!